Всем привет! Шелковица – это вкусно, полезно и красиво. В этом видео я расскажу все, что знаю об этой ягоде. Очень много шелковицы растет на Кавказе и в Центральной Азии. Особо трепетное отношение к дереву и его плодам сложилось в Карабахе. Из его листьев жители региона готовили краситель, а из ствола – бочки, плотницкие инструменты и различные стройматериалы. В ход шла и кора, и ягоды. Народная мудрость карабахцев говорит, что тутовое дерево для них сын, а дочь – виноградная лоза. Веками в Грузии производили шелка и поставляли коконы шелкопряда на мировой рынок. Не меньшую известность имеют шелка узбекские и туркменские. Сегодня тутовник по-прежнему растет в Китае, а также во всем Восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в ограниченных регионах Соединенных Штатов. На территории России тутовник растет в южных регионах России, это Северокавказский и Южный федеральный округа, встречается он в Центральном и Приволжском округе. Чем темнее ягоды шелковицы, тем больше в них витаминов группы В и антоцианов, которые считают одними из самых сильных антиоксидантов. Вещества, принадлежащих к группе флавоноидов, выполняют защитные функции в растениях и защищают их от свободных радикалов. Исследования показывают, что регулярное употребление ягод, овощей и фруктов, содержащих такой тип антиоксидантов, тормозит развитие многих серьезных заболеваний, от сердечно-сосудистых до онкологических. При затяжном кашле уместно и эффективно пить сироп шелковицы. Натуральное средство способно снять даже приступы затяжного кашля при бронхите и коклюше. Особенно полезна шелковица для детей, так как хранит в себе великолепное сочетание витаминов и минералов. Такой полезный микс позволяет костной системе окрепнуть, а витамины группы В питают нервную систему и работают на благо ЖКТ. Ягоды обладают уникальной способностью снижать содержание мочевой кислоты в организме и глюкозы в крови, разжижают кровь. Это нужно учитывать людям, принимающим лекарства. Шелковица может взаимодействовать с лекарствами от диабета и препаратами, снижающими уровень уратов. Плоды белой шелковицы также используют при высоком уровне холестерина, высоком кровяном давлении, простуде и многих других состояниях, но убедительных научных доказательств, подтверждающих это применение, нет. Требуются дальнейшие исследования. При этом ягоды черной шелковицы содержат больше магния и кальция, чем ягоды других видов. В целом исследования показывают, что плоды черной шелковицы превосходят другие виды по содержанию минералов, а вот ягоды красной шелковицы отстают от двух других видов. Но для окончательных выводов и в этом случае тоже требуются дальнейшие исследования. В чем вред шелковицы? Все части растения, кроме спелых плодов, содержат ядовитый млечный сок. Употребление слишком большого количества ягод может оказать слабительный эффект. Незрелые зеленые плоды способны вызывать тошноту и судороги. Известно, что шелковица препятствует усвоению углеводов. Исследование, опубликованное в американском журнале клинического питания, сообщает, что экстракты чая, включая шелковицу, приводят к малабсорбции углеводов, первичное расстройство или вторичное изменение качества всасывания питательных веществ. Это свойство шелковицы может препятствовать оптимальному усвоению питательных веществ и при неконтролируемом употреблении ягод со временем способно привести к пагубным последствиям для организма. Люди с хроническим заболеванием почек должны ограничить или даже избегать потребления шелковицы, чтобы предотвратить возможные осложнения. Польза и вред шелковицы. Народная медицина считает, что плоды тутовника обладают противовоспалительным и антисептическим действием. Сок тутовых ягод помогает при кашле. Наука сообщает, что ягоды шелковицы содержат значительное количество антиоксидантов, а особенно ресвератрола. Они помогают бороться с окислительным стрессом, ключевым фактором преждевременного старения и различных нарушений здоровья. Шелковица содержит натуральный желтый пигмент зеаксантин, защищающий сетчатку глаз от вредных ультрафиолетовых лучей. Присутствующие каротиноиды в ягодах помогают предотвратить катаракту.
Есть ли разница в пользе разных видов шелковицы? Химические вещества в ягодах белой шелковицы действуют аналогично некоторым лекарствам, используемым при диабете 2 типа. Они замедляют расщепление сахара в желудке, поэтому он медленнее всасывается в кровь. Это помогает организму поддерживать уровень сахара в крови в здоровом диапазоне, без резких скачков. Всем огромное спасибо за просмотр, и если информация была полезна для вас, подпишитесь и поставьте лайк. Всем удачи и пока!